Ребята, всем огромный привет. У меня сегодня полив. Слушайте, ну вот, держит цветочки свои красавчик Тоши. Посмотрите, последний бутон какой нарядный. Еще не выцветает. И всего лишь 6 бутончиков было в этом году на этом красавчике. Но мы и за эту роскошь ему благодарны. Девочки, лимончиком, вернее водой с лимоном протираю листья орхидеям, снимаю с полочки и протираю. Знаю, сейчас, конечно, Тоши популярен в мутации бабочка. Возможно, есть какие-то другие варианты. Ну, мы рады и такому красавцу. Правда, невероятно красив. Вообще, сплэшные орхидеи, они завораживают. Я, конечно, обижена на свой несостоявшийся фаленопсис под названием Микки Кроун. Я тоже хотела, вот, чтобы вот такое что-то было, но я вам показывала, у меня просто розовенький. Ну, хоть Биг Бэнг меня радует. Биг Бен уже отцвел, Биг Бэнг, правильнее сказать. И вот остался только один цветочек. У меня когда-то была такая мысль, девчонки, собрать вот такие разнообразные сорта фаленопсисов вот с такой вот, вернее, гибриды фаленопсисов вот с такой вот интересной структурой и расцветкой. Биг Бэнг был первым в этом списке. И был Микки Кроун, прикупила, но не вышло. Получилось, что получилось. Получился розовый непонятный. И вот Тоши. А смотрите, какой у меня здесь симпатичный корешок нарисовался. Это я на блок посадила своего многострадального халкостилиса, так, по-моему, он называется. Да? Сейчас я вам, девочки, скажу. Брызгаю каждый день. Халкостилис Sunlight. Дело в том, что он повеселел. Здесь повеселел. Красавчик. И вот появился новый, ой-ой-ой, новый корешок. Почувствовал весну. Талу у меня здесь тоже на блоке у меня висит. Вон там, вон, видите? Вон она. Тоже себя неплохо чувствует. Я ее спасаю. Спасаю от того, что она уже практически умирала. Поливать красавца буду мягенькой водичкой. Здесь водичка у меня очень мягкая. Почти дистиллят. Дождевая, можно сказать. Сейчас я налью в закрытую систему некоторое количество. О, кстати, я должна была посмотреть корешки, и вот надо мне вот эти чешуйки поснимать. Когда-то здесь были листья. Кустик у него наклонился к направлению света. Видите? Как-то мне однажды показалось, что он вообще какой-то слабенький. Ну, он продолжал расти, поскидывал листья, нарастил новые 2 пары. Думаю, ладно, не буду тебя трогать. Так, значит так. Сейчас полью. Оставлю пару сантиметров водички. И надеюсь, что ему полегчает. Все-таки держать такой букет надо иметь хороший запас влаги. Красавчик. Вы знаете, я вот в прошлом сезоне прям расстроилась, когда он начал скидывать нижние листочки. Но видите, как он много раз цвел. И ему нужны были силы. Почему я его и посадила в закрытую систему? Нужно было питание, влага. И очень часто орхидея забирает из нижних листьев все необходимые для цветения силы, микро- и макроэлементы, влагу. В общем-то, если корневой ком недостаточно развит, и если не хватает влаги, транспортировать корней мало, транспортная система не развита,
то она скидывает часть листьев, девочки, для того, чтобы выжить. И количество корней в горшке будет соответствовать количеству листьев. Так что очень часто, если видите, что начинается падеж листьев, пожелтение, не обязательно, ну, там не с середины, не от ствола, а именно с краешка. Ну, видно, когда лист, как этот, приобретает вот такой вот вид, значит, возможно, надо даже поддержать какой-то хотя бы минимальной дозой удобрения. Я удобряю их даже цветущими, только просто доза удобрения незначительная. И желательно использовать удобрения комплексные с формулой универсальной, например, 30-30-30, 20-20-20. В общем, читайте всегда упаковочку, что на ней написано, чтобы не было перекосов либо в сторону цветения, либо в сторону роста. Потому что даже цветущая орхидея нуждается в небольшом количестве азота. И удобрения только направлены только лишь на цветение. Они могут как бы послужить плохую службу. Орхидея заберет все питание из листьев, азота нет, и будет стоять такой, как у меня вот сейчас. Но это еще бывает и хуже, бывает вообще 2 листика торчит и цветонос. Это говорит о том, что все-таки ей не хватает азотика. Но не стоит сразу брать и кормить азотом, лучше, говорю, взять, мне кажется, по своему опыту говорю, какие-то комплексные добавки, аминокислоты. Да даже взять тот же сок лимона, по листику пройтись, хоть что-то, если уж боитесь удобрения, хоть что-то ей предложить. Кислоты очень любят орхидеи, очень хорошо реагируют. Эх, доцветает моя кимоно бабочка. Она здесь, конечно, что-то тут сообразила на краешке цветоноса, еще 3 бутона. Вот такая лапочка, красавица. Но, девочки, они с черри-бом, конечно, похожи, но не очень. Но не очень. Сейчас покажу черри-бом. Вот если по отдельности смотреть, то можно и не понять. Ну вот, а если вместе, то вот так это выглядит. Я каждый сезон показываю в сравнении. Ну, как бы, да, что бы вы выбрали. Но это уже просто раньше расцвела. Хотя вот бутончик последний, давайте я сейчас разверну. Последний бутончик, вот, но она все равно не такая яркая, как черри-бом. Черри-бом она вот ярче, намного ярче. Ну, плюс разные условия содержания. Это стоит на свету, вот у нее что-то ожог пошел по листьям от весеннего солнышка. Я надеюсь, что это ожог. Вообще что-то не нравится мне ее цвет листвы. Какой-то вот, видите, действительно пересвет какой-то. У этой более такая, она под освещением стоит искусственным на полочке. И часто не было света. И вот у нее листва вот такая темная. Видите, девочки? А у этой постоянно свет с окна, более светлая листва. Ну, посмотрим. Надеюсь, что там ничего она не поймала, никакого вируса. Ой, каждое пятнышко думаешь, боже, что такое? Ну, я вам скажу, цветение было приличное. Вот здесь были цветочки. Полностью был хороший такой цветонос. Возможно, и немножечко она подустала за этот период. Многие, я вижу, девчонки срезают вот такие уже в таком состоянии цветоносы и говорят, все, пора уже запускать орхидею к росту, чтобы она корни начинала расти, растить и листики, не знаю. Сказать, что мне жалко срезать, да вроде нет. Но вот смотрю, вот 3 бутона. Пусть еще немножко подцветет. Обрезала сухие штурпаки от цветоносов прошлых сезонов. Обычно по 2 цветоноса часто было. Сейчас в этом сезоне только 1. Красавец. Листья старые.
возможно, что и будет их потихонечку скидывать. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Вот сейчас немножко потеплеет. Надо будет ее, конечно, всю полку, там, где она находится, и Тоши в том числе, всех профилактически обработать. Наверное, скорее всего, Абероном. Аберон Рапид, в принципе, комплексный. Думаю, что это будет хороший вариант перед летним сезоном. И подкормить надо будет, потому что что-то она какая-то бледная. Не хватает ей гемоглобина. Фух, девочки, очищаю от сухих корней, от листиков свою розочку, красавицу. И тоже вот осталось 3 цветочка, доцветает. В принципе, вот да, вот срежьте цветонос, да и все. Ну, ёлки, вот эти два только вот распустились. Ну, пускай уже доцветет, да, так сказать, закончит свой цикл. Ничего уже ее там сильно прям расстраивать, да? Да, ну корней пока нет новых растущих. Вижу, что листики тоже подустали после цветения. Вот эти старые листья вот так выглядят. Закрытая система, и она очень быстро пересыхает. Видите? Пересыхает, пересыхает. Но сейчас мы это поправим. Не могу понять, что здесь делает вот эта этикетка. Вообще, зачем она тут нужна? Непонятно. Так, и вот нашла я за этой этикеткой еще парочку сухих корней. Сейчас я их тоже, вот это все, то, что у меня доступно, я вот это сейчас пообрезаю. Ну, девочки, вот да, корни растут в новом сезоне новые, но вот эти старые, возможно, им уже несколько лет, возможно. А возможно, они превратились вот в такой хлам из-за внесения удобрений, из-за того, что на поверхности сухо. Я, наверное, сейчас сделаю, помою коковолокно и положу ей такую подушечку из коковолокна. Коко-чипсы здесь есть, но толку от них немного. Замочила кокосовое волокно уже второй раз. Первый раз ppm жесткость показала 500 с лишним. Немножко постояла, я воду слила. Сейчас вот посмотрим, так сказать, вторая вода. Видите, по нулям, ну сейчас выключу. По нулям сколько? 304. Но это еще более или менее, учитывая, что вода у нас тоже 200 с лишним. Ну, в общем-то, надо, девочки, хорошенечко промывать коковолокно. Так, 308. Ну, не 500, и на том спасибо. Так, ну что, положила ей шапочку. Осталось только полить. Забыла полить. Так увлеклась. Убрала плохие корешки, убрала сухое там все на листиках. Ну вот цветонос не убрала. Ну ладно. Ну вижу, девочки так молодцы. Берут, срезают целые букеты цветоносов. Но учитывая, что у нас в этом году из-за наших условий не сильно-то и классно, девочки, не сильно классное было цветение, долгожданное, то я вот чисто из этих соображений прям мне жалко-жалко расставаться с этой красотой, прям вот брать и отрезать. Пусть и 3 цветочка, но они такие классные. Ну, было больше, было 5, вот тут еще 2 было. Но они такие классные. Посмотрите, красота. А это как будто как защипчик имеет. У меня, кстати, есть, оказывается, каменная роза-бабочка. Отцвела, девочки, уже. Я вам ее показывала. Отцвела она у меня в плагроне. И, кстати, да, в плагроне неплохо растет. И она быстрее отцвела, чем эти. Как-то не так-то она
долго держит цветочки. Ну, вот такая красота. Так, налила ей водички. Там у нее коковолокно есть внутри. В общем, по листу надо удобрять, давать вкусняшки по листу. Ну, пока это на сегодня это лимончик. Сейчас посмотрим на следующую. Вот кого мне надо срочно пересадить. Уже один цветонос отцвел. Он был такой длинный, как удочка. И смотрите, как выгорели цветочки здесь. Ну вот, как бы, да, открывается цветок красивый. И, кстати, цветок, девочки, очень крупный такой, смотрите. Вот на фоне моей руки, ну, рука у меня небольшая, но крупный. Такой, больше среднего. Ну вот мне нравится, не сильно мне нравится вот это вот, то, что превращается Измаэли вот в такую вот неженку, промокашечку. И еще она у меня не пересажена до сих пор. И я смотрю, что у нее уже активный рост корней. В общем, девочки, надо ее перевалить. Я сейчас ее оботру. Надо ли ее обтирать, если я буду ее переваливать? В общем, я ее сейчас просто отставлю и потом в больший горшочек перевалю. Вот если бы не эти вот корни, которые вверху, то можно было еще посидеть в этом горшочке. Хотя уже некуда ей новые корни растить. Ой, вот вижу, новый идет. Не-не-не, пора. Пора нам уезжать из этого горшка. Не, ну кто-то бы и оставил, конечно. Ну что это, она, когда у нее будет новый дом, я думаю, она хоть начнет активнее листовую массу растить. Ладно, постой пока здесь. Красотка. Такая у нее сепалия интересная здесь. Каждый цветочек отличается, мне кажется, немножко формой. И, естественно, вот этим количеством точечек и их расположением. Индивидуален каждый цветок. Девочки, ну она, конечно, специфически имеет раскрас, когда она выгорит. Девочки, гляньте на эту Тамару. Она все никак не угомонится. Но правда, я вот на днях срезала один прям вот высохший цветонос. Она наконец-то отсушила цветонос. Я говорю, фу, наконец-то ты сама пошла на это и отсушила цветонос. Вот здесь вот такая удочка с одним цветочком. Надеюсь, это все. Последний на этом цветоносе цветочек. А здесь еще 3 бутончика, 3 цветочка. Вот такие кракозяблики. Но это уже последние. Последнее, что она может нам предложить. Вот только открылся. Видите, какой яркий. Боже, как она красиво цвела. У нее одновременно, по-моему, 4 или 5 цветоносов цвело. Так, я вижу от шеи. Девочки, смотрите, она же немножко приболевшая была. От шеи у нее вот такая вот ерунда. Сейчас надо их обрезать и вытянуть из горшка. Так, а что с этой стороны? Хоть с вами рассмотрим. И надо досыпать коры. Как-то у нее здесь пустовато. Сейчас досыплю ей больше коры. У меня такой сильно мелкой нету. Вот такой именно. Досыплю покрупнее. И кока-чипсов может сыпану. Не знаю. Или положить опять-таки коковолокно. Какие розочки. Да? Чтобы была как бы подушечка. Ну, я подумаю. Ну, красотка. Красотка. Я вообще боялась, что она того. Что-то вдруг заболела. Она не то, что заболела, она начала с одной стороны кидаться листьями. Вот с этой. Вот с этой стороны, видите, листья есть. А с этой стороны начали падать листья. Желтеть и падать. Я их снимала. Но я думаю, из-за того, что пошел активный корневой рост. Так, сейчас я эти 2 корешка уберу. Ну, цветоносы пока оставлю. Я здесь мазала детку. У меня есть еще одна детка от нее. Но она уже мне как дублик. А вот здесь, кстати, вот я здесь, по-моему, и сняла несколько деток вот на этой почке. Здесь или здесь. В общем, на этом цветоносе я снимала деток. Девочек, я девочкам предлагала, да. Напишите, кто
брал у меня вот эту красотку, как она там себя чувствует, детвора. Растут, не растут, в каком они состоянии. У меня самая такая маленькая, я себе самую маленькую, самую последнюю оставила. Но она так потихонечку растет, но хотелось бы, конечно, чтобы она активнее росла. Но надо ее просто, видимо, подкормить, чтобы она заактивничала. Вот она у меня в плагруне там сидит. Возможно, надо ей посадку даже и сменить этой красоте. А рядом вот это я точно, девочки, обрежу. Рядом вот эта вот красота. Все, что осталось, боже мой, да, тебя я, конечно, обрежу. Это Golden Apple. Golden Apple пошел корень растить уже от шеи. Он уже, да, ему вот это удилище, ему это не надо. У него он огромный куст был, свел классно. Тоже надо поубирать тут сухие корни. Что-то вообще я тут обожглась корневая. Я думаю, что вот этими, девочки, коко-чипсами. Я вроде их и промывала, но, наверное, все-таки не стоит коко-чипсы ложить сверху. Это надо тоже безобразие срезать. Короче, есть чем заняться. Девочки, наконец-то я ее срезала, эту удочку с одним цветочком. Ну, оставила вот 3 еще. Полюбоваться. Да? Классная. В общем, обрызгала, положила промытое коко-волокно. И вот сейчас поливаю. Долила воды, вот тут она вот так стоит. Сейчас я еще долью. Уже заканчивается хорошая вода. Надо раздобыть еще. Красота. Форма, конечно, потрясающая. Кто любит вот такие вот красавицы? Вроде как и бабулетка, и пилорчик одновременно. Девочки, ну этого просто невероятно. Смотрите, цветоносы только с одной стороны. Видите? Вот. Вот как он к окну стоит, вот этой стороной, вот этой. Так вот цветоносы только с одной стороны. Я говорю, что это такое вообще? Сейчас буду срезать вот эту красоту. Ну что это? Ну открылся. Ну надо. Ну красивый. Самый яркий из всех. Потому что последний. Так. Оставлять почки. Не, хай отдыхает. Но он так старался, растил. Так, раз, два, три, четыре. Ну так, давайте оставим 4 почки. А вдруг еще летом порадует, да, девчонки? А вдруг? А вдруг? Раз, два, три, 4. Да? Вот так, наискосок. Опс. Можно корицей, можно углем, можно перекисью, можно ничем. Так, девочки, все. Осталось только полить мало. Мало воды. Было у меня хороший. Будет больше, полью. Запомню, что я его не долила. Так, ну этого пересадим уже в следующем видео, красавцы. Вот такой вот. А может, я сама пересажу, не знаю. Я думаю, что я его пересажу перевалкой. Вот в такой, только поменьше размером, горшочек-бусинку. Коры добавлю голтованной. И так вот сверху положу волокна, да и все. И будет он в новом домике. Так что всех обнимаю. Всем мирного неба, всем всего самого-самого наилучшего.